И всем привет, с вами Игорь, это канал Black Host Play. Это новая рубрика «Давай глянем». В этой рубрике я буду проходить игры, которые я проходил вне кадра. То есть я не буду проходить эту игру на канале по какой-то там причине. Ну вот первую рубрику я хотел бы открыть с такой игры, как Doom. Первая часть, я ее недавно проходил за кадром, записал небольшой геймплей, который ты видишь, это Doom 1, который 1993 года. Я его прошел полностью, мне он понравился, да. И что я могу сказать насчет этой игры? Я скажу и сюжет, и скажу, что было вообще в этой игре, и как это на меня задело, как мне бомбило, как мне нравилось, не нравилось. Подписывайтесь на канал. И что я могу сказать насчет этой игры? Сюжет таков, что какая-то там компания, которая там на Марсе открыла какой-то портал, и оттуда пошли бесконечные орды демонов. Конечно же, есть главный герой, который, кстати говоря, не сказал бы, что он прям герой. Его отправили именно как штрафника, потому что он напал на своего командира за какое-то там убийство людей или что-то такое. Провинившийся человек. И вот на этом начинается игра. Первый Doom, он состоит из 3 актов, и плюс один еще акт, это дополнение, которое было дальше. У меня есть все 4 акта, я его все 4 прошел. Первый акт, это легкая прогулка, можно сказать. Я не особо напрягался. Вообще первый акт, все эти командные посты, мусорки и так далее, я прошел очень быстро. Наверное, за полчаса или минут 40. И что мне встретилось? Я не любитель тыкаться в стены, так что секретов здесь не будет. Я не находил секреты практически вообще, а если и находил, то чисто случайно, потому что я заблудился на карте. И вот первый уровень, очень легкий, мне встречались люди, которые стреляли в меня, или это не люди, похоже, наверное, на зомби, это зомби. Только почему зомби стреляет, я без понятия до сих пор, да ладно. И вот это легкие враги, которые убиваются там с одного выстрела дробовика. Кстати, дробовик ты найдешь, да, здесь есть арсенал оружия, пистолет, дробовик, ракетница, пулемет, плазмоган и еще какая-то фигнюшка, которая стреляет зелеными шарами и разносит просто щип даже боссом. Так вот, первый уровень прошелся быстро, встретились мне вот эти вот зомбаки и встретились еще помимо этого какие-то коричневые монстры, да, коричневые, и они стреляли сдалека, они меня очень вымораживали, но ничего такого сложного не было в них. И вот первый уровень пройден, второй уровень, третий, четвертый, все то же самое, сюжета здесь особо нету, я прилетел, сюжет тут чисто в начале, пару строчек, портал, надо убить и так далее. Все, мы первый акт, чисто мы разгребаем эти уровни, я бы сказал лично я их не запомнил, они однотипные. Может, для тех, кто играл раньше в эту игру, именно в начале, когда особо не было игр, все запоминали люди. Но мне не запомнился ни один уровень, по крайней мере. Хотя нет, мне запомнились уровни, и я расскажу о них дальше, но это было в очень плохом смысле уровни. Например, первый эпизод, в принципе, я прошел быстро, ничего о нем я не могу сказать, могу сказать только о музыкальном сопровождении. Вот что мне запомнилось и что мне очень понравилось, так это музыка, особенно в первой части, в первом подземелье, в первом уровне. Это просто божество, это музыка для моих ушей была, и ты можешь услышать ее прямо сейчас. Итак, вот, начинается второй эпизод. Во втором эпизоде тоже мне уровни нравились, в принципе, ничего сложного, никаких таких вот заковырок, хотя в конце второго эпизода, уже там несколько последних уровней, они меня просто уже начинали вымораживать. Я бы сказал, они просто запутанные. Я не мог никак найти выход, это была жесть просто. Я блуждал по кругу, там надо было, что меня бесило, это взять включить какой-то рубильник.
ты не понимаешь, где дверь открылась, потому что все одинаковое, все уровни одинаковые. Я думал, рядом открылось, а рядом не открылось, оно открылось в конце, точнее в начале самого уровня, и ты бежишь, а вроде бы здесь была дверь, а вроде бы и нет, и как бы ты просто бегаешь и все. И в воле случая, если ты очень везучий человек, то ты очень быстро найдешь выход и поймешь, где ты был, а где нет. Также мне что не понравилось, это еще с первого как бы уровня, вот это типа когда ты не видишь врагов, темнота. Или моргание. Моргание это отдельная тема, ты типа это очень напрягает, это вырви глаз. Так могу сказать. Их не видно, монстров просто не видно. Ну, так вот прошел второй эпизод, как бы были небольшие сложности и, кстати говоря, не сказал про боссов. В первом эпизоде, когда я прошел до конца, появилось два больших накачанных рогатых монстра, которые стреляли меня зелеными штуками. Я буду их называть там демоны, такие самые такие рогатые демоны, короче. Их я прошел, в принципе, я бы не сказал, что прям с легкостью, но они забились вполне себе быстро. Ничего особо сложного, ничего особо примечательного, но в конце первого акта я думал, это уже конец, потому что как бы и титры пошли, как бы ты в конце такой в телепорт суешься, и ты появляешься в окружении монстров, и все. И как бы я думал, все, типа, конец, хэппи-энда не будет, он спас землю, он спас этот портал, но его бросило куда-то там к монстрам, его растерзали. Но нет, оказывается, есть второй эпизод, который я проходил тоже, и в конце был босс по типу... А кто был? Сейчас я тебе скажу, кто был, я уже и подзабыл. А был там еще один рогатый, хотел сказать, матом, ну ладно, не буду, это обзор, как бы я не буду здесь материться. Короче, был какой-то терминатор, я бы сказал, демонический. Там у него рука была в виде железная, он стрелял из нее. Босс был очень легкий, потому что я просто бегал вокруг него и стрелял, и он не мог попасть. Ну, короче, лошок еще тот. И начинается третий эпизод. Это была жесть, это было просто невыносимо. Таких психов я никогда не испытывал. Эти уровни просто говняные. Ты ходишь, они большие, ты не понимаешь, там порталы, ты телепортируешься, хер пойми куда телепортируешься, открывается рубильник, ты его открыл, а где, а то, и ходишь ты туда-сюда, еще какие-то пол, который дамажит, ты по нем бегаешь, как бы и тебя бьют, и все. И настолько был сложный уровень, я просто у меня глаза лезли на лоб. Ну так вот, когда я прошел горе пополам третий эпизод, это было максимально сложно и запутанно, такого я еще никогда не видел. Особенно с новыми монстрами, которые появились, а это какие-то пережравшие демоны, которые стали кругляшками, и они очень жирные, они жирнючие и стреляют у тебя изо рта. Его пережрали. Ты их бьешь. И так прошло 2 часа, пока ты их убьешь. И таких было много, причем не 1-2 появляются, они жирнее босса, я даже могу сказать, потому что их там может по 3 появляться. И еще появились головы призрачного гонщика. Это была отдельная тема, потому что не было такого, чтобы в ответ они не ударили, потому что ты их бьешь, они обязательно в ответ тебя ударят, как бы ты ни уворачивался. Хотя, может, я не говорю про всех, я говорю лично про себя, потому что мастера, кто в Doom играет постоянно, думаю, уже знает каждую анимацию этих боссов, этих монстров, и легко от них уворачивается. Ну, вот так вот я шел и прошел третий эпизод. И в конце я ожидал, как бы это... У меня еще не было дополнения, как бы я ожидал, что будет прям... будет босс такой прям... огромный, величественный, какой-нибудь главный демон, дьявол, а там был, знаешь кто? Паук, блять, на ножках. Просто мост на железных ногах. Я был очень разочарован этим. Босс был, ну, можно сказать, что сложный, но 50 на 50. Если бегать от него и прятаться, он бил пулеметом, он как бы не очень я бы сказал, что поворотливый. Короче, я его быстро убил. Но я ожидал как бы от боссов что-то другое, типа еще, причем как бы завершающую миссию. И вот сюжет.
неожиданно, да, появился сюжет. Даже вставочка, кролики, головы, точнее, кроликов. Сюжет был, что я закрыл портал именно на Марсе и отправился на Землю с помощью портала. А на Земле полным ходом было вторжение демонов. Там просто месиво. Ты бы видел эту картинку, они издевались над кроликами. И вот начинается 4-й эпизод. Это жопораздирающий эпизод. Там были все монстры, там были самые сильные монстры, там были монстры с боссами первого эпизода. Они были запутанные, они были с загадками, они были с этими порталами, как они эти порталы меня достали. И как бы было очень сложно, особенно когда ты идешь, ты думаешь, что это проход, ты думаешь, вот, ну наконец-то, хотя это проходом-то не назвать, когда ты блуждаешь 10 минут по одному уровню, не знаешь, куда пройти, как бы всех убил, да? И тут такой бах, ты открываешь какой-то непонятный, оказывается, это секрет, и там просто куча боссов с первого эпизода. И они просто тебя раздирают твою жопу так, что ты потом ее не можешь рассобрать. Но горе пополам, я добрался все-таки до финала 4-го эпизода. И кто у нас босс? А конечно же опять пауки. Паук, я не знаю, у разработчиков, наверное, это был страх паук. Его главный босс в жизни, почему именно паук, если это должен быть как бы демон какой-то, без понятия. Но когда я победил этого босса, игра закончилась на этом, как бы все замечательно и первая часть пройдена. На этом ты хочешь думать, что мы попрощаемся, но нет, я прошел и вторую часть. Вторая часть это продолжение, в принципе, первой с 4-м эпизодом, грубо говоря. Это продолжение, да. Как бы я начинаю с Земли, мое задание это там люди спасаются на космодроме, их надо спасти, чтобы они улетели с Земли. И все, сюжет на этом заканчивается, ты опять ходишь и долбишь монстров. Поэтому я не записал эту игру именно на запись, потому что я знаю, что людей, которые любят классик, олдовые игры, их много, но блин, не так много. Это будут смотреть очень мало людей, потому что это одно и то же. Ты бьешь одно и то же, одни и те же уровни и все. Как бы сюжета нет. Сейчас, да, лично я такого мнения, что хоть какой-никакой, но сюжет должен быть. А это игра чисто походить, расслабиться, пострелять в монстров. Как бы и поискать секреты, ну, типа головоломки с монстрами. Ну так вот, здесь нет эпизодов, ты чисто ходишь, уровни сами собой сменяются, я даже не считал сколько уровней, но пройдя там, не знаю, половину, не половину, в принципе уровни не такие уж и запутанные были, как в первой части, хотя некоторые доставили мне, так сказать, удовольствие, а именно Цитадель. Это было просто жесть, я ходил и не мог найти 3 ключа, то есть я 2 нашел, а 3 не могу, и я не могу пройти, потому что 3-го ключа нету. И фиг пойми, как его найти. Я обходил вокруг Цитадели, наверху, внизу и так далее. И я так ее и не нашел. Но я заметил то, что там можно открыть 2 ключа. Благо у меня было 2 рядом ключа, которые открываются. 2 штучки, 2 эти полосочки. Я их открыл обоими ключами. И этого хватило, чтобы мне пройти. Я не знаю, это что-то, это чудо, потому что всегда в играх персонаж толстый не может сунуться даже в маленькую щелочку. Да даже не в маленькую, а в большую не может, пока ее не откроет. А тут он пролез. Когда я дошел примерно до середины, или не середины, я без понятия. Ну, по моим ощущениям, это была середина. Люди улетели с Земли. Я остался один на всей планете, и вылезла иконка с надписью, там чисто небольшой абзац, то что все люди улетели, и типа я расслабился, главный герой уже собирался умирать, все, ему не хочется жить и так далее, но приходит сообщение, что они, люди, нашли главную аномалию, откуда идут вторжения. И я такой брутальный все-таки, еле перемогая боль, превозмогая усилия и усталость, я все-таки встал и пошел закрывать именно главный портал, где идет вторжение. И тут начинаются самые ужасные уровни, а это именно промзона и фабрика. Я без понятия, просто без понятия, с этими порталами я намучился только так. Но я прошел, да, прошел. Боссов в этом уровне я особо не видел, кстати говоря. Да боссов и не было до этого.
Они как обычные монстры, все, типа ходишь, убиваешь и идешь к выходу. Если ты его, конечно, найдешь. А иногда это было очень сложно найти выход. Но такими темпами я дошел до конца, дошел до главного босса. И я думал, ну сейчас-то какой-нибудь будет прям жопораздирающий босс. Но нет, это оказалась дверь демоническая, которая выплевывала всяких монстров. Кстати говоря, о монстрах. Здесь появились новые монстры, которые меня тоже раздражали. А это раздувшийся еще больше, видимо, жрал еще больше. Голова, не голова, ну, тело летающего демона, который и выплевывал из себя головы призрачного гонщика. Он мог их миллион просто наплевать. Их надо было в первую очередь убивать, они тоже жирнючие. И, конечно же, какой-то скелет, одетый, как танцор, который просто стрелял самонаводящимися пулями. Как бы ты ни скрылся, они постоянно до тебя, хоть за угол, хоть и за два угла, хоть за дверь, хоть в туалет. Они обязательно тебя достигнут. Ну так вот, эту дверь, это главный босс, надо было забраться на платформу, попасть в дырочку, спуститься, убивать монстров и так вот по кругу, пока эта дверь не взорвется. В итоге вылазит надпись о том, что молодчик, красавчик, ты спал в землю, теперь восстанавливать ее будет намного интереснее, чем, допустим, их убивать. Ну, что-то типа вроде такого было. Я же английский, ты знаешь, Perfect World, Perfect знаю, как свои 5 пальцев. И на этом заканчивается Doom 2. Что я могу сказать про именно Doom 1 и 2? Эта игра, чтобы расслабиться, она не для прохождения. Чисто для того, чтобы ты просто посидел, попил чайку или чего-то там ты пьешь с чем-нибудь, с какой-нибудь едой и просто ходить, наслаждаться, тратить свое время по типу убивать монстров, слушать музыку, искать секреты, тыкаться с дверью. Это особо важно в Doom 2, если ты хочешь на самом высоком пройти, тебе надо тыкаться в двери, тыкаться с дверьми, надо выкупляться с каждым миллиметром этой стены, чтобы найти секрет. Чтобы тебе дали патроны, чтобы тебе дали все. А иначе тебе не хватит. Тебе придется вот как был один уровень во втором Doom, когда тебе пришлось просто бить руками самых жестких монстров. Потому что патроны закончились, а потому что уровни. По типу ты должен пройти как канатоходец, и тебе просто вниз в лаву, ты еле там проходишь и так далее. Короче, ты падал и ходил по лаве. Вот такой вот уровень. Что я могу еще сказать по игре? Игра, я думаю, каждый должен ее пройти, чисто для себя. Я бы, если ты думаешь, что это вот говно пиксельное, там неинтересно, там нет сюжета, знаешь, я бы тоже так сказал, но когда я поиграл, она чем-то себя цепляет, вот чем-то вот таким вот, нету сюжета, да и пофиг, ты просто ходишь и мочишь, ищешь и проходишь уровни, как бы и решаешь головоломки и так далее. Ну, вот чем-то она все-таки меня зацепила, и я не сказал бы, что это плохая игра. Нет, это... Если смотреть именно сейчас, в реалиях именно новых игр, то да, она уже устарела, но многие люди, я думаю, любят такую стилистику пиксельных игр. Да и вообще, как бы, игра стоит того, чтобы пройти, как бы чисто дань уважения. Ведь это родоначальник почти что всех шутеров. Он большой вклад внес именно в развитие этих шутеров, в которых ты сейчас играешь, по типу PUBG и так далее. Но на этом мы закругляемся, и финальная моя оценка то, что можно ее пройти, но игра уже морально устарела. Вряд ли новое поколение будет ее проходить и играть. Думаю, она еще годиков, да даже и сейчас, я думаю, что она уже вканет в лето, и о ней уже никто и не вспомнит, потому что вышли новые Думы, Doom Eternal и так далее. А, кстати говоря, те, кто досмотрел до конца, это чисто как бонус от меня, что каждый давай гляшка на какую-то игру, к примеру, серию игр, да, вот, допустим, вот Doom, возьмем Doom. Вот я обзор сделал на первую и вторую часть Doom, а это значит, что в скором будущем на канале будет проходиться третий Doom. Третий Doom обзора не будет, я его хочу пройти, но чтобы делать дань уважения серии и вообще быть в курсе сюжета, это ж третий Doom.
Хотя третий Doom, если ты не знал, то это ремейк первой, просто с дополнительным сюжетом и более лучшей графикой. А значит, скоро будет проходиться Doom 3. И вот такая вот у меня будет новая рубрика. Я буду проходить игры, которые я буду проходить их просто за кадром. Мне хочется пройти что-нибудь, я как бы видеоряд запишу и прокомментирую. Вот такая будет рубрика. Да, неинтересная, да, может быть мало будет смотреть, но это чисто для меня. Вот хочется что-то вот запечатлить на этом канале, то, что я проходил. Некоторые игры, которые мне понравятся, именно прям вот безумно понравятся, и я хочу с этим поделиться, я их буду проходить, может быть, на стримах в скором, ну не в скором будущем, но в обозримом будущем. Есть такие мысли проходить на стримах игры, которые уже устарели и как бы для серийного прохождения они не катят. Ну а чисто чтобы поиграть, пообщаться на стриме, они будут прям топ-топ. А на этом мы закончим. С вами был канал Black Ops Play, и всем до встречи в новых видео.